Здравствуйте, дорогие друзья! Проезжая мимо по Алтуфьевскому шоссе, решил заехать в еще одно прекрасное место в Москве и сделать небольшую зарисовочку. Вы обратили внимание на пруд, на храм, который мы с вами проехали, и, конечно же, мы поговорим о нем и заодно погуляем вокруг. Значит, сразу вокруг пруда мы видим, что разбита зона активного отдыха для жителей района. В состав зоны входят детские площадки, что меня всегда радует, и не только меня, но и также наших маленьких друзей и прекрасных их родителей. Видно, что многое здесь сделаны небольшие ограждения зеленые, разнообразие городков всяких детских, также проложены дорожки, листву убирают, следят, убирается и мусор, поставили удобные скамеечки, сделали освещение, и, конечно же, многие-многие помоечки, все это дополняет и делает вот такой комплекс необычный для детей, настоящим подарком. Сделано также и специально ковровое покрытие, которое не травмирует детишек, они остаются в чистой одежде, что немаловажно. Нету никаких вот таких вот страшных заборов и вечной краски, о которую пачкаются круглогодично дети. Вот слава богу, что это все убрано и сделано какое-то вот общее такое детское и взрослое пространство, где все, и дети, и взрослые, чувствуют себя свободно, прекрасно, вдали от дороги, что немаловажно, и вот в таком вот зеленом оазисе. И давайте на это все дело будем рассматривать и поговорим более подробно о искусственном водоеме, к которому мы с вами продвинемся. Пройдемся мы по набережной, и в целом немножечко на все вот таким вот общим взглядом посмотрим. Итак, искусственный водоем, он расположен в Алтуфьевском районе, это северо-восточный административный округ города Москвы, и расположен он на пересечении с Инженерной улицы с Алтуфьевским шоссе. Пруд имеет прямоугольную форму, на северо-западной стороне находится небольшой залив с закругленными углами, мы его увидим. Площадь общая пруда составляет всего лишь 1,5 гектара, то есть это примерно длина около 150 метров, а ширина около сотни. Сток водоема проходит во Владикинский ручей, то есть берега водоема обновлены, они открытые, низкие и укреплены декоративными камнями, что позволит, даже если ребенок войдет в воду, то остаться в безопасности. Недалеко от пруда находится и храм Торжества Православия, мы тоже его рассмотрим и немножечко о нем поговорим. То есть немного истории данного места. В 1910 году в окрестностях Алтуфьева был построен кирпичный завод Ивана Андреевича Мазова, а для нужд завода искусственно создали пруд в одном из притоков реки Ольшанки, и в первой половине 20 века недалеко от водоема был расположен кинотеатр «Марс», из-за чего пруд и получил одно из своих названий, так он и называется, пруд Марс. В настоящее время кинотеатр, естественно, закрыт, а в 1964 году улица, расположенная рядом с водоемом, получила название Инженерной, и по ней у пруда возник одноименный гидроним. Реакционные возможности следующие, то есть по берегам расположены зоны, как и детские, вы их видели, и летние, и зимнего отдыха. Купание, естественно, в водоеме запрещено. В пруд запустили карпов, толстолобиков, белых амуров и линей. Это зарыбить водоем на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили жители Алтуфьевского района. И, конечно же, мероприятие было необычное. Все превратилось в настоящий праздник. Это уже традиция Москвы. То есть новых обитателей привез туда на лодке сказочный герой Садко. Он обратился к зрителям. По преданию, кишил раньше пруд марсовой рыбой разнообразной, но беда пришла и покинула водоем. Пришло время исправлять эту ситуацию, сказал Садко, и, передавая дар жителям Алтуфьева пакетики с мальками, передал им такой драгоценный подарок. Конечно же, все было разыграно в сказочном формате, потому как на мероприятии находились и семьи, и дети. И, конечно же, в этот торжественный день все запустили по 100 карпов,
толстолобиков, белых амуров, линя. И эта рыба питается водорослями и поможет очищать сам водоем от лишней растительности. Конечно же, выпущенная рыба была небольшая, размером примерно с ладонь, и ее привезли из рыбхозяйства, которое расположено в городе Тула. Рыбу везли в закрытых полиэтиленовых пакетах, которые наполовину были наполнены водой, но в остальное пространство был закачан кислород. То есть в таких пакетах рыба может находиться почти сутки, и в дополнение это же пояснил сотрудник рыбхозяйства и передал этот драгоценный подарок жителям района. Конечно же, опасения, что новоселов всех выловят быстро, напрасны. То есть сам толстолобик и белый амур плохо клюет и попадается на крючки. Линь тоже не охотник за насадками, которые предлагают рыбаки. А вот карп, конечно же, клюет лучше. Если поймали его, то рекомендую, конечно же, опустить. Это позволит сохранить популяцию карпов в данном водоеме. Снимать рыбу с крючка нужно, естественно, максимально аккуратно, иначе можно нанести ей травму. Но вот, судя по тому, что здесь рыбаков много, если уж они и получили эту добычу, то, скорее всего, вряд ли возвратят обратно. Буду надеяться на то, что я глубоко заблуждаюсь, но, тем не менее, конечно же, говорю об этом. Ну и акция данная собрала на берегу водоема несколько сотен человек. Жители давно ожидали это прекрасное событие. Вместе с семьями и детишками прошло доброе и светлое мероприятие, что еще один большой плюс в развитии города. Ну и, как вы видите на горизонте, храм прекрасно вписывается в данное место. Ну и давайте немного о храме. То есть в апреле 2013 года, когда было выделено место под строительство храма, привезли бревна, и за несколько дней выросла прекрасная деревянная часовня в честь священномученика Иоанна Рижского. Храм в то время был построен не полностью, крыша была временная, были и видны звезды сквозь нее, иконостас был простой, все простое, но настолько это было торжественно и величественно, что этот день, начало литургической жизни в этом районе, останется навсегда в сердцах людей. И потихоньку храм, естественно, доделывался, происходили богослужения, старались не прерывать праздничные субботние и воскресные дни, служили обязательно, и 19 июля 2013 года, в день празднования собора Радонежских святых, начали копать котлован под строительство нового храма в честь торжества православия. А в рождественский сочельник в 2014 году была совершена первая служба в цокольном этаже нового храма. 18 октября 2014 года, в день памяти собора святителей московских и всея Руси чудотворцев, владыка Тихон, епископ Подольский, управляющий северо-восточным викариатством, совершили чин малого священия предела храма в честь преподобного Феодосия Тотемского. Храм строился усилиями общины храма преподобного Сергия Радонежского в Биберево, ну и настоятелем которого является игумен Сергий. Строится храм на пожертвования прихожан и благодетелей. Все уже просматривается, уже он прекрасен. Вы видите труды и старания. Даже в настоящий момент все чистенько, аккуратно, красиво, и все одно другое дополняет. Место становится очень приятным во всех формах и проявлениях, как для прихожан, так и для детишек, которые играют возле него. Также и дополняет он общую картину. Во многих районах уже что-то подобное прорисовывается. Вы видите, мы сделали с вами уже много разных зарисовок, в том числе и в спальных районах на окраинах Москвы. Вот всему очередной пример, очередной красивый подарок был сделан для жителей города. Ну и вот такая у нас с вами получилась очередная экскурсия вокруг этого прекрасного места. Я буду завершать свой сюжет
вы все видите, вы все наблюдаете. Тем, кто не подписался на канал, я настоятельно рекомендую это сделать. В правом нижнем углу кнопочка для этого. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять лайки и комментарии. Нажимайте на колокольчик, вы будете в курсе всех новых сюжетов. Ну и также переходите на другие мои сюжеты. В шапке канала есть ссылка All My Videos, и там удобная навигация по всем моим сюжетам. Но я буду заканчивать. Говорю вам свое традиционное «ну а пока». Пока, до новых сюжетов.